Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Канал об узорах, и я Оля. Я рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, заглядывайте в плейлисты, смотрите видео. Естественно, оставляйте свои комментарии и лайки. Я надеюсь, видео вам понравится. И, естественно, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, слова благодарности. Спасибо вам большое за ваши отзывы, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Вы моя группа поддержки, я вам очень благодарна. Разные страны, разные города, это очень-очень приятно. Я же к вам с новым узорчиком. Пока это будет 2 цвета, а дальше мы посмотрим. Дело в том, что в процессе вязания, да, возможно, мы будем добавлять новые ниточки, но поживем увидим. Итак, это Yarn Art Baby. Yarn Art Baby это вот такая вот упаковочка у них. Видите, это получается стопроцентный акрил. Сейчас я вам покажу. Это стопроцентный акрил. Моточки по 50 грамм, 150 метров. Но я здесь уже перемотала. Так, остаточки. И производитель говорит брать крючок 3,5 миллиметра. А это Yarn Art Elite. Тоже стопроцентный акрил. 100 грамм, 300 метров. Это те же самые толщина ниточек. То есть не переживайте. Можно их совмещать. 3,5 миллиметра крючок. И вот мы с вами берем 3,5 миллиметра крючок. Угу. Ну что, приступим? Давайте начнем зелененьких ниточек. Мы потом будем добавлять беленьких. У беленьких и больше, мы добавим их потом. Итак, кто уже давно на моем канале, знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. Сегодня у нас раппорт будет состоять из 16 петелек. И мы с вами наберем 33 воздушные петли, чтобы красивый узорчик закончился. Угу. Узорчик классный, узорчик интересный. Я думаю, что в этом объеме я смогу донести всю прелесть данного узора. Итак, зафиксировали петельку. Эту петельку при наборе мы не считаем. А теперь 33 воздушные петли. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Есть. Вот наш будущий образец. Что делаем дальше? Сейчас мы сделаем одну воздушную петельку, так, и во вторую петельку от крючка, 1, 2, во вторую, мы с вами провяжем столбик без накида. Есть. Теперь внимательно, 2 воздушные петельки, 1, 2, накид. И вот в следующую, сразу же в следующую петельку цепочки провязываем столбик с накидом. Вводим крючок, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, 2, 2, 1 столбик. Еще точно такой же столбик, 2, в следующую петельку 3, в следующую петельку 4 и в следующую петельку 5. Вот, провязали 5 столбиков с накидом. Что делаем дальше? Дальше нам необходимо с вами будет отсчитать 3 петельки цепочки, 1, 2, 3, и в третью петельку, в третью, провязываем столбик без накида. Есть. Дальше пропускаем опять 2 петельки цепочки, 1, 2, и в третью петельку провязываем столбик с накидом, так, и еще 4 столбика. У нас с вами получится вот точно такая же полосочка из 5 столбиков. Это первый столбик. Дальше второй столбик с накидом. В следующую петельку третий столбик с накидом. В следующую петельку четвертый столбик с накидом. И в следующую петельку 5 столбик с накидом. И у нас, с вами, видите, как бы так вот волна такая пошла, да? Зигзаг. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки, 1, 2, и вот мы столбик провязали, и в следующую сразу же петельку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Понятно? Вы пока повторяйте, потом принцип поймете. Еще раз 2 воздушные петельки, и теперь мы с вами повторяем точно так же, как мы с вами начинали. Видите? У нас был столбик без накида, 2 воздушные петельки, и дальше мы делали 5 столбиков с накидом. То есть мы здесь ничего не пропускаем. Сразу же в следующую петельку цепочки провязываем столбик с накидом
И за ним еще 4 столбика. Итого будет 5. Так. Это у нас уже раз, два. Три. 4 и 5. Видите, у нас как бы вот такая вот получается волна. Вниз пошла, потом вверх, теперь опять спускается вниз. То есть повторяем все, как здесь было. Получается, у цепочки пропускаем 2 петельки. Раз, два. В третью провязываем столбик без накида. Угу. Опять пропускаем 2 петельки. Раз, два. И в третью петельку провязываем столбик с накидом. Вот таким образом. И опять еще 4 столбика. Итого у нас получится 5. Угу. То есть принцип должен быть понятен. Видите, я с вами уже до конца ряда дошла. Так, раз, два, три. Следующий 4. И следующий 5. И заканчиваем мы точно так же, как начинали. 2 воздушные петельки. И в следующую петельку провязываем столбик без накида. Помните, да? Мы здесь начинали с вами. Столбик без накида, 2 воздушные петельки. Все. Вот у вас должна получиться вот такая вот первоначальная картина. Такой зигзаг. Так, 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 так. Понятно? Итак, но это не все. Здесь получается, я хочу добавить новую ниточку, добавить новый цвет. В моем случае пока я хочу добавить беленькую ниточку. То есть последний столбик я не буду до конца провязывать. Угу. Здесь я добавлю новую ниточку. Смотрите, новички, кто еще не знает. Последние 2 петельки столбика, неважно какого столбика, с одним накидом, с 2 накидами, там, с 3 накидами. И именно последние 2 петельки мы вводим новый цвет, провязываем новую ниточку. И дальше у меня получается по узору идет 3 петельки подъема. Раз, два, три. Все, здесь я могу уже подтянуть спокойно зелененькую ниточку, подтянуть беленькую ниточку. Я делаю поворот. Теперь внимательно смотрите. Дальше у меня по узору должны быть 2 воздушные петельки. Раз, два. Делаю. Вы пока повторяйте, потом поймете принцип. Дальше смотрите. Вот в самый первый столбик, видите, мы здесь сделали 5 столбиков. Так? Вот он, самый первый столбик. Мы в него, в верхушку, вводим крючок и провязываем столбик без накида. Есть. Дальше, смотрите. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. Сюда же, в этот же столбик, верхушку, я ввожу крючок, вытягиваю ниточку и подтягиваю ровно до высоты вот этих вот 4 петелек. И не провязываю. Раз. То же самое делаю. 2. Подтягиваю. То же самое делаю. 3. 4. 5. Вы, наверное, уже догадались, что будет шишечка. Да. Теперь я не провязываю. Еще раз делаю накид. Все петельки у меня на крючке. Смотрим внимательно. Вот, видите, у нас между 5 столбиками 5 столбиков и 5 столбиков с накидом. Здесь в центре был столбик без накида. Я в него точно так же опускаюсь, ввожу крючок, вытягиваю ниточку, точно так же протягиваю. Раз, два, подтягиваю. 3, 4, 5. И вот когда у меня будет 2 таких набора, 2 шишечек, то теперь я все вместе провязываю, аккуратненько протягиваю ниточку, так, и фиксирую. Смотрим внимательно дальше. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И вот центр, да, который только что образовался между 2 шишечками, в него ввожу крючок, вытягиваю ниточку. Раз, два, три, 4. И вот теперь я беру все вместе, провязываю. Так, все 4 петельки. И нашу цепочечку фиксирую. И смотрите, перескакиваю сразу через 5 столбиков к последнему столбику. Вот он, столбик, видите? Ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Вот. У вас должно получиться, ну, вот такие вот как бы полцветочка таких, да? Что делаем дальше?
5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять. И перепрыгиваем к следующему столбику. Да, вот этот вот наш столбик в центре и воздушные петельки по бокам пропускаем. И к столбику сразу же. Делаем столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, четыре. Накид. Вводим сюда же крючок, провязываем очередную шишечку. Раз, подтянули. 2, 3, 4. Дальше опускаемся вот к нашему столбику без накидов, между столбиками с накидом. Раз, подтягиваем. 2, 3, 4, 5. Поняли, да? Тут 5, тут 4, потому что пятую функцию выполняют вот именно воздушные петельки. Теперь все вместе провязываем за раз. Так, протягиваем. Зафиксировали. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. И сюда же в центр между двумя шишечками. Вот этот вот центр образовался. Делаем еще одну шишечку. Раз, два, три, 4. Поняли, да? Пятую функцию выполняют у нас воздушные петельки. Все вместе провязали, зафиксировали и опять перескочили к самому последнему столбику и провязали столбик без накида. Вот наши такие половинки цветочков. Дальше заканчиваем точно так же, как и начинали. То есть мы там здесь делали, получается, 2 воздушные петельки и 3 петельки подъема, да? Значит, здесь делаем 2 воздушные петельки и итого получается столбик с накидом. Раз, 3 петельки подъема. Вот таким вот образом. Красота. Что делаем дальше? Так, сейчас мы продолжаем. С вами делаем воздушную петельку, поворот и сюда же провязываем столбик без накида. Дальше мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И там, где у нас мы делали первый столбик, нашей беленькой ниточки, да? Вот. Мы сюда делаем тоже столбик без накида. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Накид. И вот в центр вот этих вот наших 3 лепесточков, вот сюда, вводим крючок, вытягиваем ниточку. Раз. Сюда же 2, 3, 4, 5. Формируем последний лепесточек, да? Все вместе провязали, зафиксировали. Вот уже полноценный цветочек. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Так. И спускаемся вот к нашему столбику, который у нас заканчивался сразу же за лепесточком. И здесь провязываем столбик тоже без накида. Далее 2 воздушные петельки. И в центр этой большой арочки, беленькой, которую мы делали из 5 воздушных петелек, в центр вводим крючок и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. Идем к началу лепесточка. В столбик провязываем столбик без накида. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И формируем 4-й лепесточек нашего цветочка. Вытягиваем ниточку. Раз, два, 3, 4, 5. Вы можете делать и 3 раза, 4 раза, и 7, и 9, и 12, да? Единственное, учтите, что бубочки, вот эти шишечки съедают ниточки. Так, провязали, зафиксировали. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И опустились к концу вот нашего лепесточка, вот этим 4 петелькам к концу, да, они закончили столбиком без накида. Здесь провязываем столбик без накида. И 2 воздушные петельки. И здесь, получается, у нас были 3 петельки подъема. И в 3-ю петельку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Вот наш полноценный получился цветочек, да, ну 2 цветочка таких вот. Дальше мы с вами должны будем переключиться опять на зеленую ниточку и повторить полностью первый ряд. Итак, вспоминаем. Последние 2 петельки столбика, неважно какого, столбик с накидом, без накида, там с 3 накидами, с 2 накидами и так далее, да, мы провязываем новой ниточкой. Так это будет аккуратно вводиться новый цвет, так будет красиво. Итак, провязали, сильно зелененькую не тянем, чтобы не зажуркать край. Так, воздушная петелька, поворот и сюда же столбик без накида. И дальше мы повторяем точно так же, получается, да, как мы вязали наш зеленый ряд,
Но при этом мы сами его немножко сместим. Смотрите внимательно, просто пока повторите. Итак, накид. И вот там, где у нас были 5 воздушных петелек, мы вот в эту, получается, большую арочку провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. То есть мы идем с вами наверх. Так? Помните? Вот мы здесь с вами шли наверх. Дальше 2 воздушные петельки. И в верхушку вот шишечки вот этой вот делаем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. И теперь спускаемся вниз. Так? То есть в эту арочку делаем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Спустились. И получается, вот видите, столбик был в арочку провязан столбик без накида. В него провязываем столбик без накида. Вот, видите? То есть у нас повторяется вот такая вот наша линия. Вот она. Угу. Как бы мы в ромбик укутываем наш цветочек. Что делаем дальше? Точно так же. Накид. Идем вот в эту большую арочку из 5 воздушных петелек и провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. 2 воздушные петельки и в верхушку нашей шишечки вводим крючок и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки и следующую арочку провязываем опять 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Угу. Вот видите? Вверх, вниз, вверх, вниз. Все. И здесь, получается, мы с вами провязываем столбик без накида, беленький наш, да, ориентир, наш столбик без накида зеленый. Вот. А теперь смотрите. Будете повторять то же самое, да, то есть у вас будет цветочек здесь полцветочка, полный цветочек, полцветочка. И вот здесь можно либо добавлять новый цвет, либо продолжать этим же цветом. Угу. Давайте я добавлю новую ниточку, а вы смотрите, как вам больше нравится. Итак, смотрите, я решила добавить розовую ниточку, то есть вот такой вот тоже Yarn Art Baby. Пусть у меня будут разноцветные цветочки. Итак, последние 2 петельки. Так, вот я провязала зеленым цветом, вернусь немножко назад. Вы можете продолжать и либо одним цветом вязать, да, либо 2 цветами. Я буду вот так вот под настроение добавлять. Итак, последние 2 петельки мы провязываем новой ниточкой и сразу же сделаем 3 петли подъема. Раз, два, три. Подтянули зеленую ниточку, подтянули розовую ниточку, поворот. Сюда сделаем вот эту вот нашу шишечку, так, но не полностью, то есть будет как бы такая половинчатая. Если мы делали 5 петелек с накидами, давайте сделаем, ну, хотя бы 2, да. Итак, ввели крючок, вытянули ниточку раз, вытянули ниточку 2, провязали, зафиксировали. Теперь продолжаем вот эту вот петель, нашу шишечку, наш лепесточек, да. Здесь у нас было 4 воздушные петельки, и мы точно так же делаем. Раз, два, три, 4, накид. И вот в верхушку шишечки вводим крючок, вытягиваем ниточку раз, вытягиваем ниточку 2, вытягиваем ниточку 3, вытягиваем ниточку 4. Все вместе провязали, зафиксировали, перескочили в самый последний столбик. Помните, да? Верхушку взялись и провязали столбик без накида. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Перескочили в первый столбик следующих 5 столбиков и провязали столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. Ввели крючок в столбик, вот наш зелененький, протянули ниточку. Раз, два, три, 4. Дальше перескочили в центр, получается, между столбиками с накидом. Вот в этот столбик без накида. И делаем точно такой же второй лепесточек. Раз, два, 3, 4. Сейчас подтяну. 4,
и 5. Все вместе за один раз аккуратненько провязали, зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И сюда же сделали таких вот 4 еще петельки. 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали и присоединились вот к последнему столбику. Понятно, да? Вот у нас потихонечку формируются такие цветочки. Интересненькие. Все, и повторяем точно так же. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перескакиваем к следующему 5 столбикам, а именно к первому. Делаем столбик без накида. 4 воздушные петельки. И здесь будем делать пол цветочка, да? Сейчас полный лепесточек. 1, 2, 3, 4. Дальше накид. И вот наш последний столбик, видите, столбик без накида. В него давайте сделаем 3 таких вот вытянутые петельки. 1 и с накидами. 2, 3. Все вместе провязали аккуратненько, зафиксировали. Угу. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. И сюда же провяжем такие вот 2 накида с 2 вытянутыми петельками. Тоже как бы пол цветочка, да, пол лепесточка. Так, все вместе провязали и зафиксировали. Так, далее у нас идут 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. И перепрыгиваем вот к основанию нашего, получается, лепесточка, где столбик без накида. И провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. В большую вот эту арочку из 5 воздушных петелек провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. Потом перескакиваем в основание вот этого лепесточка. Делаем столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Я говорю быстро, потому что уже повторение, да? Повторение беленького. И сделаем вот в центральный цветочек, так скажем, последний лепесточек делаем. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали 5 воздушных петелек. 4, 5. И присоединяемся столбиком без накида вот к основанию вот этого лепесточка. Столбик без накида, в него столбик без накида. 2 воздушные петельки. В центре большой арки столбик без накида. 2 воздушные петельки. И в основании получается лепесточка тоже столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И довязываем наш цветочек, да, но делаем лепесточек не полностью, да, а давайте сделаем из 3 петелек и 3 накидов. 1, 2, 3. Все. Зафиксировали, провязали, вернее, а потом зафиксировали. Вот. У нас будет получаться вот такая вот красота. Теперь мы должны с вами повторить изначальный первый ряд. Понятно? И вспоминайте, как мы здесь делали. 2 воздушные петельки, 2 воздушные петельки. И вот эта вот арочка большая из 5 воздушных петелек. Сюда 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вспоминаете? И в столбик вот этот вот центральный без накида делаем столбик без накида. И так далее, и так далее. Поняли? Вот. И мы с вами, получается, начинаем делать вот этот вот первый зеленый ряд. Все. Дальше опять цветочки. Опять заканчиваем зеленым рядом. Потом можете добавлять другие цветочки другого цвета. Давайте вырастим наш узорчик на несколько рядов, чтобы было более понятно и красиво. Ага. И встретимся. Договорились? Давайте встречаемся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите, какая получается красота. Я добавила еще желтую ниточку. У меня будет такой вот разноцветные цветочки. Смотрите, узорчик двусторонний. Какой вам больше нравится, какая вам больше нравится сторона, на такой стороне останавливайтесь. Договорились? Так, давайте посмотрим. Мы набирали 33 петельки. Понимаете, что всегда, когда есть зигзаги, то узорчик сужается. То есть на будущее, если вы будете зигзагами вязать, то знайте, узорчик будет сужаться.
В таком случае у нас получилось, получается у нас что-то около 15 сантиметров, да? А если будем брать по самым крайним высоким точкам, так, это у нас получается что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 рядов. Угу. То это получается, гляньте, 11 сантиметров, да? А по самым низким, получается, если мы возьмем, то это 9. Ну, узорчик сам по себе прикольный. В копилочку, конечно, это интересно попробовать, да? Естественно, это могут быть что? Мягенький акрильчик. Если вы делаете летнюю вещь, то вы, естественно, используете более такие, скажем, летние варианты пряжи. Если это зимняя вещь, естественно, зимние. Вы можете взять одноцветным. Одноцветным будет тоже очень классно. Это может быть кофточки, это может быть жилеточки, это могут быть кардиганчики, это могут быть чехольчики, разнообразие, это могут быть палантинчики и так далее, да? Я вот просто захотела настроение мастера, решила сегодня так вот побаловаться разными цветами. Ну, прикольно, скажите. Я считаю, прикольно. Надо сохранить в копилочку, посмотреть, возможно, где-то вам пригодится. Договорились? Я надеюсь, видео понравилось. Не забудьте поставить лайк, прокомментируйте. А также, кто еще не подписался, подписывайтесь. Будет много интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.